Всем привет! Рассмотрим две таблицы на сегодняшнем уроке. Orders 2 копии. Мы видим на экране. Наша стандартная таблица. И новая таблица K2, которая содержит поля range, mat и nameCat. Значит, задача состоит в том, чтобы в таблице Orders 2 копии, из таблицы Orders 2 копия вывести все строки, содержащие значения из таблицы K2 по полю range. То есть, если вот в таблице K2 range 609 есть, то нужно из таблицы Orders 2 копия вывести все значения, все строки, где range будет 609. Значит, получается, из Orders 2 копия мы должны вывести все строки со значением range 609, 201, 213, 100. Есть еще 100 категория такая. Вот это мы попробуем сделать. Выведем просто пока range из K2. Select range from K2. Вот они все значения range. Но первым делом, значит, получается, мы выводим всю таблицу Orders 2 копии. И тут записываем where range. Вот наш Orders 2 копии. Значит, где range? Поле range, where range. Содержится in. Тут можно перечислить все категории, которые у нас есть. Вот наши категории из таблицы K2. Видите? 609, 201, 213 через запятую. Либо просто тут мы пишем запрос. Выбрать значит, из таблицы K2 все значения range. Вот пишем select range from K2. K2. И эта строка будет означать, значит, вывести все строки из таблицы Orders 2 копии, где range in содержится. И тут уже все эти категории. 609, 201, 213, 100. Как-то так. Выполним эту команду. Вот мы видим 609, 201, 213. 100 категорий не было в таблице Orders 2 копии, поэтому и не показываются эти значения, не было их. Вот, это один из вариантов вывода значений из таблицы Orders 2 копии, содержащиеся в таблице K2 по полю range. То есть мы выводим из таблицы Orders 2 копии все строки, по которым range содержится в таблице K2. Эту же команду выборки можно записать другим способом. Другой способ заключается в следующем. Вот эта строка запроса.
аналогичная предыдущей. Значит, тут есть уже конструкция where exists. Во-первых, orders 2 копии мы обозначим буквой O. А далее мы пишем, то есть выбрать из таблицы orders 2 копии все строки, которые содержатся в. А тут мы выводим еще один запрос, внутренний запрос, который будет называться K из таблицы K2, где KRange будет равняться orange. Select 1 from K2, K where KRange равняется orange. Выполним данную команду. Мы видим, что вот вывелось 20 строк, точно так же, как и в первой строке. Тоже 20 строк, все тоже range 609, 201, 213. И в этой команде нижней, видите, 609, 201, 213. Все данные вывелись. То есть они аналогичны, а это аналогичные запросы. Но что происходит? Значит, выведем всю нашу таблицу orders 2 копии. Смотрим. Сначала внешняя команда O, вот это, получает данные первой строки. Dep, mat, range и так далее. И передает эти значения запросу внутреннему. K. Передает значение. И происходит поиск. То есть у нас есть уже значение orange. Orange на данной этапе, на данной строке равняется 609. Этот orange передается во внутренний запрос. А внутренний запрос начинает поиск. Он перебирает все значения range из таблицы K2 и сравнивает с рейнджем внешним, 609. У нас получается вот select range K2. Сейчас выведем еще раз. Вот они все, все рейнджи из таблицы K2. Сделаем скриншот этого запроса. Вот скриншот. Это все значения из таблицы K2. А вот наша таблица. Вот, на первом этапе значится, еще раз, выбирается первая строка из orders 2 копии. И ее значение передается во внутренний запрос. В данном случае передается orange, который равен на первой итерации 609. Orange равняется 609. Передается внутреннему запросу. А этот запрос select 1 from K2 ищет, если перебирает все значения из таблицы K2, вот они 609, 201, 213 и так далее, сравнивает с orange, который на данном этапе равняется 609. И если происходит совпадение, то есть такое значение 609 в таблице K2, то тогда первая строка из orders 2 копии выводится результат этой строки. Выводится вся строка. Если такого значения не находится orange в таблице K2, то тогда строка не выводится. Ну, в данном случае range равняется 609. Он передается
таблицы CAD2, она ищет, и первой же строкой, да, находит 609, и первая строка выводится. Потом дальше управление передается опять внешнему запросу. Выводится вторая строка orders 2 копии. И уже orange равняется 603. Это orange передается внутреннему запросу, а внутренний запрос начинает искать в таблице CAD2 значение 603. Ясное дело, что он его не находит, потому что его тут нету. Из-за того, что он его не находит, не exist, не входит в область, то тогда вторая строка из orders 2 копии не выводится. Результат передается внешнему запросу. Внешний запрос передает опять данные уже третьей строки внутреннему запросу. Опять 603 не находит и так далее, так далее. Потом следующая строка 609 передается внутреннему запросу. Она ее находит, и тогда выводится результат. Раз, два, три, четвертой строки. Пятая строка выводится. Шестая. Вот седьмая опять уже не выводится, 603. И так вот до конца весь запрос происходит. То есть вот конструкция аналогичная первой строке. То есть это как бы вхождение таблицы CAD2 в orders 2 копии по полю range. И вот получается 20 строк. То есть вот такая вот конструкция where exist select 1 очень, так сказать, полезная. Теперь, если бы это все понятно, теперь вернемся к нашей таблице CAD2. Что мы видим тут? Кроме range, тут еще есть поле mat. Усложним задачу и сделаем поиск вхождения полей CAD2 по range и по mat в таблице orders 2 копии. Вот мы смотрим, значит, range 609 и mat 204.072. Сделаем скриншот. Скриншот нашей таблицы CAD2. Этот скриншот нам не нужен уже. Вот наш скриншот CAD2. И выведем orders 2 копии. То есть сейчас задача состоит более сложная. Нужно найти вхождение таблицы CAD2 в таблице orders 2 копии по двум полям. По полю range и по полю mat. Вот смотрим. Первая строка. mat 204.072. Вот первая строка orders 2 копии. 204.072 и категория range. Совпадает и то, и другое? Да, совпадает. То есть как бы строка должна вывестись. Потом точно так же пробегаются все, ну тут не повторяются поля материала. Как бы вторую строку смотрит, просматриваем вторую строку. 225.487.603. Эта строка попадает в таблицу CAD2. Нет, такого значения нету. Такого значения нету. Она не должна попадать. Не должна входить. Вхождение таблицы. Не входит. Вот. Потом следующее. 257.028.603. Есть такая? 603. Нету. Тут range вообще 603 нету. И так далее.
потом вот эта вот первая строка 609, 204, 072 пробегается по всей таблице orders 2 копий и ищется совпадение по этим двум полям. Если совпадение есть, то строка выводится. Если совпадения нет, строка не выводится. После того, как мы всю эту строку первую прогнали по таблице orders 2 копии, мы переходим ко второй строке. 201 range и mat 438 110. Есть ли такие совпадения в таблице orders 2 копии? Смотрим. Значит, 438 110. Ищем. Есть такое? Первое нет, 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 нет. 438 110. Сейчас поищем. Вот, видите, вот 438 110 и range 201. Попадает? Да, есть такая строка, ее должно вывести. То есть эта строка попадает в диапазон, который здесь есть. Range 201, 438, 110. То есть одна таблица, то есть мы ищем вхождение одной таблицы в другую по двум полям, по полю range и mat. А до этого мы искали вхождение одной таблицы в другую только по одному полю, по полю range вхождения. Вот, потом дальше, следующее. Ну, допустим, возьмем вот range 100 и карточка, и mat 100, 100, 0. Мы, если просмотрим, значит, всю таблицу orders 2 копия, мы не найдем тут никакой категории 100. Range. 100 нету такой категории. И как бы это вхождение нету такого вхождения. Не попадает в таблицу orders 2 копии. Такие значения. Ее не должно вывести. Вот задача такая стоит. Уже не одно поле, а два. Если мы воспользуемся первым примером, по первому примеру это сделаем. Вот, повторим эту строку. Видите? Повторяем строку. Значит, выводим from orders 2 copy where range in. Select range from K2. Значит, вот. Select range from K2 у нас такие значения. А еще у нас есть select mat. Поле mat. Давайте вот так напишем. И mat. Mat. Через запятую. Mat. Вот они. Все наши значения К2. 609, 204. 201, 438. И если мы тут напишем range in, где range in? B range in, select range from K2 and mat in и mat in, а тут уже, значит, пишем select mat from K2. Так, с лишней скобочки. Видите, end поставим тут. Where range. И вот end. Видите, end. Mat in. А тут mat ставим. From K2.
и выполним эту команду. Вывелось 5 строк. 5 строк. Смотрим нашу таблицу. Значит, 609, 204, 072. 609 есть, 204, 072 есть. Потом 201, 438, 110. Есть такое. 201, 438, 110. Потом 210, 218, 213 есть. Вот. 210, 200. Потом 204, 072, 213. Нет такого. 206, 801, 201. 206, 801, 201. Вот видите, тут попадает строка. У нас есть строка 206, 801. Есть. А категория 213. Borders 2 копии. А тут категория 201. То есть это неправильный вывод. Я этим пытаюсь объяснить то, что вот эта строка неправильно выводит значение. Тут как бы по двум полям уже выборку не сделаешь. То есть вроде как эта строка не должна была попасть. 206, 801, 213. Не должна была вывестись. Но она вывелась. Потому что в первом случае как бы 206, 801 есть такое. А во втором случае range 213 тоже как бы есть. То есть вот данный запрос уже не работает, потому что тут два поля. И в этом случае нам помогает второй вид запроса. Очень сильно помогает. То есть мы видим, что неверный вывод данных происходит. То есть получается 206, 801, 0. Категория 213 не должна выводиться. А она вывелась. И всего выводится у нас, посмотрите, 5 строк. 5 строк выводится. 5 строк. То есть тут получается одновременно два условия. Он выводит все рейнджи, а тут выводит все маты. И как бы одновременно должно либо и то попадать. Но оно и попадает как бы. 213 есть, и 206, и 801. А нам нужно одновременное попадание. Теперь попробуем. То есть вы поняли, что данный запрос выделенный не работает. А теперь мы попробуем найти вхождение таблицы CAT2 по полю range и mat в таблице orders 2 копия по двум полям. Сейчас мы это и сделаем. Значит, тут у нас что получается? Выводим select from orders 2 копии over exist. Ну, все то же самое. Select
select 1 from cat 2, where вот наша таблица, наш скриншот. Значится, вот наша таблица orders 2 copy. Еще раз проговорим, значит, повторяем эту же строку с exist, с конструкцией exist. И значится, первый запрос, внешний запрос O, select звездочка from orders 2 copy, передает данные первой строки нашей, все данные в внутренний запрос. Select 1 from cat 2k. Вот. И нам известно на этом этапе orange. Он равняется 609. И также известно omat. Оно равняется 204,072. И значит, мы тут можем написать where kRange равняется orange. И в то же время при этом же and и значится k.mat, k.mat. Перенесем на другую строку, чтобы было нам удобно. And k.mat равняется o.mat. И вот смотрим, значится, у нас есть таблица К2, данные К2, вот они, скриншот. Так? Что тут происходит? Внешний запрос, select звездочка from orders 2 copy, O, передает данные внутренний запрос, первой строки. Может передавать все данные. Нас интересует всего лишь orange, вот orange и omat. Orange у нас равняется 609, а omat равняется 204,072. Передает. И внутренний запрос select from cat2 перебирает все значения из таблицы cat2 и ищет, чтобы range был равен 609, а mat был равен 204,072. Первой строкой он это находит. Да, есть попадание. Содержатся такие данные. Одновременно range 609 и mat 204,072. И значит, он передает управление внешнему запросу и выводится первая строка. То есть есть попадание. Потом внешний запрос берет вторую строку orders 2 copy и передает внутреннему запросу два значения нам требуемых orange и omat. Значит, orange равняется 603, а omat равняется 225,487. И внутренний запрос select from k2 начинает перебирать значения таблицы k2 и искать, где есть такие же значения. Значится, mat должен равняться 225,487. Но такого значения нету. 225,487. Он его не находит. И, соответственно, он не находит никакого значения и передает управление внешнему запросу. И внешний запрос вторую строку не выводит, а берет данные уже третьей строки и передает эти значения 257,028 и range 603 внутреннему запросу. Select from cat2. И select from cat2 ищет
новые данные 603 и 257.028 в своей таблице. 603 такой категории нету, он не находит. 257.028 тоже не находит, значит, эта строка не выводится. Внешний запрос и передает управление внешнему запросу. Передает управление внешнему запросу, а внешний запрос берет следующую строку. 369.518. И передает данные эти 369.518 и range 609 внутреннему запросу. Он ищет в своей таблице опять эти данные, не находит. Опять эта строка не выводится и передает управление внешнему запросу опять. Orders 2 копии. Ну давайте посмотрим. 609, 369, 912. Нет такого. 372. Нет такого. 411, 229. Тоже нету такого. 411, 738. Нету. Нету, 201. Вот, смотрите, наконец приходит внешний запрос к этой строке и передает данные, значится, OMAT 438.110 и ORange 201. И внутренний запрос К2 ищет такие значения в своей таблице. Значится, range 201 есть, и 438 одновременно, 110, 0 тоже есть. Значит, он находит такие значения одновременно и выводит данные значения, передает управление внешнему запросу, и он выводит эту строку. И так прогоняется вся таблица. Сейчас посмотрим, что получилось. Значит, вот смотрим, значит, предыдущий наш запрос, где у нас было просто поиск по рейнджам и по мату включение. Но тут не работает одновременное включение, чтобы одновременное включение не работает. То есть, чтобы было сразу одновременно, значит, например, 609 и мат 204.072, а он ищет, значит, этот запрос ищет range 609, чтобы был отдельно, и потом ищет мат, чтобы отдельно был, и выводит эти данные. И поэтому вот эта строка, вот выполним этот запрос еще раз, получается 5 строк, и вот это вот, значит, строка 206.801, категория 213 попадает, хотя она не должна попадать, потому что тут нет такого вот значения. 206.801, тут есть категория 201, а он, получается, этот запрос находит этот мат. Есть такой же мат? Есть. А потом ищет уже range. А range, оказывается, 213 тоже есть. Но только из другой строки берется. И получается, что выводит он как бы неверно. Он должен вот по этой строке искать. Должен искать 206.801 и range 201. А он так не делает. А вот этот следующий запрос, который мы написали, так должен сделать. Вот, выполним эту команду. Так, значит, в этой вот строке, в этой команде, значит, нашло 5 строк. Видите, с ошибками. А теперь эта команда, что нам находит? Сколько строк? Она находит нам 4 строки. И тут, видите, нету никакого 206.801.0. Тут, значит, давайте давайте сделаем скриншот. Вот наш
наша выборка. Вот. Уже верные данные вывелись. И выберем вот этот запрос наш предыдущий неверно. Что тут попало? Сравним этих два запроса. Вот. Значится 204.072.609 попало. 206.801 такой нету строки. Это неверная строка. Потом 210.218. Вот она есть. 210, 218, range 213 есть. Потом 438, 110, 201 есть. И 449, 910, 201 тоже есть. Видите, разница в одно значение. И как раз первый запрос, вот это значение 206, 801, 213, он неверно вывел. Он не должен был его выводить. Вот, то есть данная задача, данная вот команда where_exist позволяет в какой-то таблице найти данные, которые содержатся в другой таблице по каким-то полям. Вот в данном случае мы смотрели содержание таблицы по полю просто range, содержание по полю range, а во втором примере мы искали содержание сразу по двум полям, по полю range и по полю mat. Вот мы сделали скриншот, так, вот этот скриншот, результат вывода. А теперь мы выведем еще раз таблицу orders 2 копии. Вот видите, в ней 30 строк, а всего лишь только 4 строки из этой таблицы содержатся в поле К2 с такими же значениями по полю range и по полю mat. Вот смотрим. 204.072.609, видите, раз строка. Потом ищем 438, 110. Вот 438, 110, 201. Есть. Где наш скриншот? Вот, видите? 438, 110. Вот, 438, 110, 201. Вот вторая попала. Потом 449, 910. Вот она, так, 201. Вот, 449, 910, 201 тоже попала. Содержатся такие данные. Вот 449, 910, 201 тоже содержится. И теперь еще 210, 218. 210, 218. Вот, видите, последняя. 210, 218. Вот последняя внизу. 210, 218, категория 213. Видите, в этой таблице в нашей общей есть такие данные. 210, 218, категория 213 есть. Ну, собственно говоря, вот и все. Вся система. Данный вот пример
данного понятия where exists, содержание. То есть данной командой мы можем найти содержащиеся данные из одной таблицы в другой по каким-то определенным полям. По одному полю, по двум полям, можно по трем полям и т.д. и т.п. Вот в следующем уроке мы попробуем найти дубликаты по нескольким полям с помощью вот этой конструкции where exist. Если вам что-то было непонятно, задавайте вопросы, ставьте лайки. Попытаюсь ответить на ваши вопросы, если было что-то непонятно. Все, до свидания.